Есть ли для вас какие-то черные метки в биографии человека, узнав о которых вы не возьмете его на работу? Например, я не возьму на работу бывшего сотрудника спецслужб и силовых ведомств. Могу вам сказать, что я в целом, с вашей точки зрения, согласен, что есть вещи неприемлемые. Я бы не стал брать на работу человека, у которого было криминальное прошлое. Начнем с этого. Который отсидел. Почему? Потому что я не верю в то, что наша система наказаний, она исправляет человека. К сожалению, в большинстве случаев она не исправляет, она просто его подавляет до такой степени, чтобы он боялся что-то плохое сделать и держал себя в руках. Но она не исправляет, самое главное, его желание или склонность совершать какие-то преступления. И это проблема. Я бы не взял на работу наркомана, людей зависимых, алкоголиков или наркоманов. Почему? Потому что наркоманы или алкоголики — это люди с очень низкой самооценкой всегда. Потому что человек, который не может собой управлять, своими побуждениями, желаниями, это человек всегда, знаете, с низкой самооценкой, это всегда проблемные люди. Они рано или поздно приносят неприятности. А я записал тебя в вертолетную школу. Представляете себе этого алкаша на вертолете? Смотрите, я нажравшийся дурак. Это не теоретический опыт для меня, это очень богатый опыт. Мне не приходилось иметь дело с наркоманами, мне приходилось в основном иметь дело с алкоголиками, когда я занимался производством, и это страшно. Понимаете, Вася, который гениальный абсолютно термист, который гениально абсолютно обрабатывает, делает термообработку, и он действительно делает это гениально. Есть только одна проблема с ним, он побухивает. Но побухивает он примерно раз в месяц, и дня на 3-4 он куда-то просто исчезает, и все. И у тебя вся термичка останавливается. И в это время там все производство инструментальное на ушах, потому что никто не понимает, что теперь мы будем делать. Понимаете, о чем я говорю? То же самое происходит там с алкоголиками, наркоманами, это точно черная метка. По той причине просто, что ты никогда не знаешь, в какой момент они взорвут твой бизнес-процесс. По поводу сотрудников спецслужб, силовых ведомств, это зависит от того, где они там работали и кем они там работали, чем они занимались. Если это оперативники, то, конечно, скорее всего, нет. Если это какие-то следователи, то, скорее всего, нет. Но во силовых ведомствах, спецслужбах есть куча людей, которые, например, там человек работает библиотекарем. Есть люди, которые работают, занимаются учебным процессом, создают курсы. Есть люди, которые обслуживают их компьютерные системы и так далее. Поэтому я действительно бы внимательно очень смотрел на таких людей и задавался вопросом, был ли этот человек причастен к каким-то аморальным вещам, которые являются для меня аморальными. Например, это то, что происходит зачастую в силовых ведомствах, это вымогательство, это всевозможные коррупционные схемы, это нечистоплотное использование своего служебного положения и так далее. Офицер, снимите мою кошечку с дерева. Нет проблемы. О, нет! И если это парень, который был сисадмином, он обслуживал компьютеры, и, в общем-то, это все, что он делал, крутил гайки, он работал в силовых ведомствах или спецслужбах. Но в спецслужбах сложнее, потому что там же еще они связаны с тайной, там неразглашением и так далее. Но для меня это было бы не черной меткой, для меня было это большим таким красным индикатором, чтобы на человека посмотреть глубже, чтобы просто разобраться в нем лучше и так далее. Но, безусловно, такие вещи есть, и такие правила есть. А я не могу сказать, что даже, кстати, они у нас в компании написаны, где-то записаны, но мне кажется, что это настолько очевидно, что когда ты нанимаешь людей на работу, и ты специалист по найму, ты понимаешь, что ты должен привести в компанию человека, который усилит бизнес. Человека, который сделает рост, человека, который возьмет на себя какую-то работу дополнительную и все такое прочее. И ты, конечно, смотришь всегда на риски, потому что с каждым человеком сопряжены, с каждым специалистом сопряжены какие-то определенные риски. Поэтому, да, такие метки вполне имеют право на жизнь.